Ребят, все уже давно спрашивают меня на работе, знакомые, друзья, когда уже вы что-то сделаете с тестом, когда начнете. Вот, сегодня мы будем работать с тестом. Мы будем делать хинкали по грузинскому настоящему рецепту. Те хинкали, которые получаются сочными, мягкими, вкусными, то есть такими, которые вы едите в ресторане, за которыми вы приходите в ресторан, которые вы советуете друг другу. Теперь вы можете это сделать дома. Не надо никуда идти. Готовим дома сами с усами. Начинаем хинкали. Погнали! Муку. Муку берете обязательно высший сорт. Самый лучший, что есть. Самый наивысший. И ее просеиваем. Потому что, несмотря на то, что она хоть и заводская, сделанная хорошо, все равно могут остаться комочки. Поэтому ее надо обязательно просеивать. Тесто у нас должно получиться твердое. Такое, как идет на настоящие хинкали, чтобы они в воде не развалились, не распались. Ну, где-то на килограмм мяса берется 1 килограмм муки. Берем чайную ложку соли мелкой по кругу. Добавляем немножко воды. И начинаем месить. Аккуратненько. Говорят, тесто не всех любит. Вот сегодня мы узнаем. Но я знаю одно, что у массажистов и у пекарей очень сильные руки. Они могут, ну вот по крайней мере пекари раньше вручную тесто месили. Они могли гвозди в руках сгибать. Так. Наше тесто. Целлофановый пакет. 30 минут, ребят. 30 минут она должна отдохнуть. Все, в холодильник уберем. Тесто будем ставить 2 раза отдыхать. Сейчас мы поставим на 30 минут, будем пока фарш делать. И потом во время работы еще раз поставим. Начинка бывает разная. С сыром или с мясом. Мы будем делать мясные хинкали. Вот, возьмем 2 вида мяса. Можно брать баранину, можно брать свинину, говядину. В зависимости от ваших вероисповеданий. Кто что кушает, кто не кушает. И обязательно лук. И самое интересное. У кого есть такая еще? Кто такой пользовался? Пишите в комментариях, у кого еще сохранилась бабушкина мега-машина, которая в детстве, вот особенно, вот, наверное, все дети через это прошли. В детстве любили крутить. Ну, либо приходилось. Либо приходилось крутить. Как это анекдот? В ней сломается только стол, к которому она прикручена, да? Есть такая вещь, да. Поэтому мы ее устанавливаем. Там собранная была. Конечно. Извиняюсь. Говорят, раньше ничего вечного не было. Назовите мне кто-нибудь, скажите мне, у кого она хоть раз в жизни ломалась. У нас была электрическая, сломалась. Признаюсь честно. Если вы мне скажете, у кого-то из вас сломалась, я не знаю, вам приз выслать надо. Мясо нарезаем на кусочки, которые влезут в мясорубку. О, ты слышал этот звук? Бегущий. Смотри, смотри, смотри туда. Бегущий звук. Это можно. У нас коты самого, не с рождения, с самого детства кушают мясо. Они у нас приучены. Мы даем по чуть-чуть, вы не переживайте. Не надо там злобных комментариев, что вы делаете с животными. Их не было, правда, еще ни разу, но на всякий случай. И у нас 3 наших замечательных друга. Левчик. Лев, Бася. Бася идет там? Бася, Ну, тормозит. Бася, иди помочь, иди. Своё съел? Не трожь. Убирает. Да. В большой семье. Да, в большой семье не щелкают. Обязательно в хинкали идет зелень. Кинза вообще идеально идет с мясом. Она такой волшебный запах дает. Желательно, ребят, если есть свежая, то берите зеленый. Если свежей нету, то это молотый кориандр. У нас возможность есть найти свежую, поэтому мы используем ее. Мы же делаем настоящий рецепт, настоящий грузинский рецепт.
по грузинским старинным обычаям. Даже мясорубка у нас. Старинная. По старинным, да, по технологиям. Так, есть. Дальше лук нарезаем. Большие кусочки. Так, также и нарезаем. Ну что, если среди нас есть молодежь, среди наших подписчиков или телезрителей, если кто-то не знает, что это такое, смотрите, как ваши родители, бабушки готовили фарш. Брали мясо и сверху так. Так, берете лучок, берете мяско. Только пальцы туда ни в коем случае не суете. Это ошибка, наверное, всех детей. Если что-то не идет, прокрутите другими. Ложечкой там протолкните, ножичком. Ну все. Будем пока готовить фарш. Второй раз его замешиваем. Хорошенечко так. Можете немножко муки присыпать, чтобы оно к столу не прилипало. У нас оно немного влажноватое было. Мы немножко на стол добавили. И еще раз его прогоняем. Плотненько его делаем. Так. Замечательно. Еще на 30 минут. Плюс-минус. Понятное дело, что там, может быть, где-то забегаетесь. Ничего страшного, если время чуть собьется. Не переживайте. А? Отдыхай. Ну, сначала специи. 2 чайные ложки соли. 1 чайную красного, 1 чайную черного перца. И 2 чайные ложки зиры. Она у нас немного крупная, поэтому мы еще ее вступим. Измельчим немножко. Хорошенечко измельчайте. Не жалейте, чтобы потом она на зубах у вас не скрипела. Вот какая красота. И ее также сюда добавляем. Угу. Только для хинкали так делается. На килограмм мяса, то есть, на количество мяса берете половину воды, то есть где-то пол-литра, и в мясо наливаете. И это все хорошенечко перемешиваете. Можете взять тихонечко маленький кусочек на вкус попробовать. Там, если вам соли не хватает или перца, кто-то любит поострее. Если вы любите острое, то можно чеснок также будет в мясорубке крутить. Так, вот это конечный результат. Видите, оно такое влажное. Дальше с тестом работаем. Немножко муки на стол. Достаем тесто. Дальше нам надо его раскатать. Скалку смазываем мукой и начинаем катать. Оп. И прокатим. Раскатывать сильно его не надо. Хинкали делается с толстого теста. Так, вот где-то вот еще чуть-чуть, вот такое полсантиметра, сантиметр где-то тесто толщиной. Тоньше делать не надо. Заготовочку кладем в сторонку. Они такие толстые. Так, тесто, что у нас осталось, его пока можно убрать. Также можно в пакет. Пусть еще отдыхает. Оно еще раз пойдет на хинкали у нас. Так, катаем. Показываем, как это катать. Скалка должна быть обязательно сухая. Перевернули.
Прокрутили, перевернули. Прокрутили, перевернули. И вот оп. Оп. И оно вот так вот у вас равномерно распределяется. Перевернул. Крутанул. Перевернул. Крутанул. Перевернул. Ну, круг такой красивый получается. Так, берем в тарелочку, выкладываем. Дальше 1 столовую ложку с горочкой в серединку. Ладно, чуть-чуть побольше. Дальше поднимаем. Здесь зажали, зажали, скрутили, зажали, скрутили, зажали, скрутили, зажали, скрутили, зажали, скрутили, зажали, скрутили, зажали. Немножко вот так вот провернули. Вот. Хинкали готов. Вот этот хвостик надо немножко обрезать, только вверху. Низко не режьте, иначе развалится. Вот у вас есть хвостик. Вот, готовый. И дальше убираем его на доску. Столовую ложку. Последний хинкали. Оператор уже отмучился. Почти. Дальше подняли. Зажали. Повернули. Зажали. Повернули. Зажали. 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 Хоть танец. Хинкали. Оп. 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 Руки обязательно сухие. Красота. Так, вода почти закипела. Столовую ложку соли. Перемешиваем. Мы сейчас будем делать воронку, как для варки яйца пашот. Если что, ссылочку я вам в верхнем правом углу оставлю, как варить яйцо пашот. Так, делаем воронку. Дальше берем хинкали и вместе с воронкой крутим, 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 крутим и отпускаем. Дальше крутим, 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 крутим и отпускаем. Чтобы она не прилипала. Крутим, 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 крутим и отпускаем. Крутим, крутим, крутим и отпускаем. Крутим, крутим, крутим и отпускаем. И дальше аккуратненько шумовкой. Вот они всплыли. Аккуратненько уменьшаем огонь. И еще варим. Минуточек 4-5 достаточно будет. Вот, ни один из них не прилип. Все замечательно. Все всплыли. Что, аккуратненько их достаем. Смотри, ни один не развалился. Замечательно. Все целенькие. Вот они все целенькие. Все хорошо. Мы на покушать себе сварили, остальное убрать в морозилку. Как кушают хинкали? Вот берется за хвостик и надкусывается. Внутри сок не должен вытекать. Держите хинкали за хвостик и кушайте. Нам нужен вот эта жидкость. Сок такой вкусный. Слушайте, они сварились, этого времени было достаточно. Специй, всего замечательно, всего хватает. Хвостик
по традиции не кушается. Он выкидывается. Спасибо, что с нами оставались до конца, досмотрели это видео. Наша первая пробная приготовка хинкали достаточно хорошо прошла. Если честно, я думал, будет немножко потяжелее, посложнее. Да, занимает очень много времени, но, ребят, это того стоит. Комментируйте, подписывайтесь, оставляйте свои пожелания, рекомендации. Пока-пока! Чао!